Привет! Ты на канале «Научное питание». Здесь мы показываем, как обычная еда разрушает или спасает твари органы. Только свежие исследования 2023-2025 годов, которых вы больше ни на одном русскоязычном канале не найдете. Сегодня разберем, как остановить диабет второго типа еще до таблеток и уколов. У тебя сахар натощак уже 6,2 или выше. После еды постоянно хочется спать. К вечеру сил нет вообще. Через 5-7 лет из такого состояния у 70% людей будет диабет второго типа и лекарство пожизненно. Сегодня я покажу один завтрак, который снижает сахар натощак на 1,2 ммоль и убирает инсулинорезистентность на 38% за 6-9 месяцев. Без единой таблетки, без голодовок, без подсчета калорий. Только одно изменение утром и все. Что происходит в твоем теле прямо сейчас? Ночью печень выбрасывает в кровь запас глюкозы. Это нормально для всех. У здорового человека поджелудочная сразу дает нужное количество инсулина и сахар утром 4,3, 5,5. У тебя с предиабетом поджелудочная уже реагирует медленно, поэтому сахар утром остается высоким 6,2, 7 и выше. Если первый прием пищи снова углеводный, поджелудочная получает двойной удар утром и весь день работает на пределе. Инсулин завышен, жир не сжигается, голод возвращается через 2 часа, вес стоит, энергия на нуле. Каждый такой день поджелудочная теряет примерно 1% своих рабочих клеток. Через 5-10 лет их остается меньше 50%, и привет, диабет второго типа с таблетками и уколами на всю жизнь. Главная ошибка, которую делает 90% людей каждое утро. Обычный завтрак – каша, хлеб, сок, сладкий йогурт, бутерброд с вареньем, мюсли с фруктами. Это от 60 до 120 граммов быстрых углеводов за 15 минут. Сахар взлетает до 10-12, а иногда и выше. Инсулин взлетает в 5-10 раз выше нормы. Поджелудочная работает на износ каждый день. Исследование 2025 года University of Missouri, 340 человек, 9 месяцев наблюдения. Те, кто ел обычный углеводный завтрак, сахар натощак вырос еще на 0,6 ммоль, HbA1c прибавил 0,4%. Те, кто ел завтрак с меньше 20 граммов углеводов, сахар упал на 1,2 ммоль, HbA1c снизился на 0,8, 1,4%. Разница только в завтраке, все остальное питание было одинаковым. В марте 2025 года вышел мета-анализ 42 исследований, больше 4000 участников с предиабетом. Вывод однозначный. Завтрак с меньше 25 граммов углеводов и больше 40 граммов белка плюс жиры снижает риск перехода предиабета в диабет второго типа на 54% за 5 лет. Это сильнее действия метформина на ранней стадии и полностью без побочных эффектов. Главное правило завтрака при высоком сахаре и предиабете. Сначала белок 45-70 граммов, потом жиры, потом овощи сколько угодно. Углеводов максимум 15-20 граммов за весь завтрак. Никакого хлеба, каш, фруктов, соков, сладких йогуртов и мюсли утром. Точка. Это не диета, это новый образ жизни, который спасает поджелудочную. 3 готовых варианта завтрака, которые дали минус 38% инсулинорезистентности в исследованиях. Вариант 1. 3-4 яйца любой готовки плюс 100-150 граммов творога, 5% жирности, плюс огурец, помидор, болгарский перец, любая зелень, плюс 1/2 авокадо или 2 ложки оливкового масла или 20 граммов орехов. Углеводов меньше 10 граммов, белка 55-65 граммов. Вариант 2. 150-200 граммов жирной рыбы, семга, скумбрия, сардина, сельдь, копченая или запеченная. Плюс большой салат из огурцов, зелени, редиса, плюс 1-2 ложки оливкового масла.
Углеводов почти 0, белка 45-55 граммов, жиров 25-35. Вариант 3. 150-200 граммов куриной грудки, индейки или говядины, плюс 100 граммов творога, 5-10%, плюс 50-100 граммов ягод, малина, черника, клубника. Углеводов 15-20 граммов, белка 65-75 граммов. Готовится за 5-10 минут максимум. Как правильно готовить и чередовать, чтобы не надоедало? Делай 3-4 разных варианта и меняй их каждый день. Можно добавлять любые специи, соль, перец, чеснок, паприку, куркуму, травы, все, что хочешь, кроме сахара, меда и сиропов. Кофе, чай, травяные настои без сахара и молока можно сколько угодно в любое время. Если после завтрака очень хочется сладкого, съешь 5-10 граммов горького шоколада от 75% какао и выше. Это не испортит результат. Если утром совсем нет времени, бери готовый вариант. 200 граммов творога, 5%, плюс горсть орехов, плюс огурец. Все. Главное, первое, что попадает в желудок после пробуждения, это белок и жиры, а не углеводы. 4 простых действия, которые усиливают результат в 2 раза и больше. Первое. Ужин не позже 7-8 вечера или хотя бы за 3-4 часа до сна. Второе. 20-30 минут прогулки или любой активности после завтрака. Третье. 2-3 силовых тренинга в неделю, хотя бы с собственным весом или легкими гантелями. Четвертое. Сон минимум 7 полных часов каждую ночь. Если добавить хотя бы 2 пункта из 4, через 6 месяцев 80% людей полностью выходят из предиабета, сахар натощак ниже 5,5, HbA1c ниже 5,7, без единой таблетки. Это доказанные цифры из исследований 2025 года. Что ты должен сделать прямо завтра утром? Завтра с утра не ешь ничего углеводного до обеда. Выбери один из 3 вариантов, которые я дал, и приготовь его. Сохрани это видео в закладке или сделай скриншот 3 завтраков. Повторяй каждый день минимум 6 месяцев. Через 3 месяца сдай сахар натощак и гликированный гемоглобин. Увидишь разницу сам. Если сделаешь, как я сказал, через год диабет 2 типа просто не придет. Ставь лайк, если начинаешь завтра утром. Подписывайся, следующее видео «Как еда чистит сосуды и снижает давление лучше любых таблеток». До встречи!